Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео, друзья, мы с вами уделим внимание народным приметам на 28 февраля. Поговорим о церковном празднике, поговорим об иконе Божьей Матери, которая почитается в этот день. Конечно же, уделим внимание народному календарю, ну и поговорим, что можно и чего категорически нельзя делать в этот день. Итак, друзья, в православной церковной традиции в этот день вспоминают апостола Анисима. Анисим был рабом Филимона, выдающегося христианина из знатного рода, жившего в Колоссах. Анисим, совершив ошибку перед своим хозяином, решил бежать от наказания, отправившись в Рим. Однако путь его привел к заключению в тюрьму. Было в этом заключении, где к Анисиму обратился апостол Павел. Под влиянием слов и учения апостола Анисим обрел путь к истине и осознал свои ошибки. В результате этой встречи он был крещен и начал служить апостолу Павлу как сын. Несмотря на его пребывание в тюрьме, Анисим не остался узником, и под воздействием веры и духовного преображения он стал не только свободным от оков своего прошлого, но и открыл путь к новой жизни в Христе. Павел, видя в Анисиме не просто беглеца, а брата во Христе, послал его обратно к Филимону с письмом. В этом письме апостол Павел убеждал Филимона принять Анисима не как прежнего раба, а как брата, воспринимая его с любовью и милосердием, как и самого апостола. История Анисима стала важным уроком для верующих о силе преображения, прощения и принятия. Она напоминает нам о том, что встреча с истиной и верой может изменить даже самую темную и запутанную судьбу, превращая грех и страдания в источник искупления и благодати. Также 28 февраля православные христиане отмечают память Виленской и Далматской икон Божьей Матери, которые являются одним из самых почитаемых икон в православии. Этот день является важным моментом для молитвы, поклонения и смирения перед Святой Богородицей. История этих икон связана с многочисленными чудесами и дарованиями, которые по вере христиан Богородица является посланницей. Виленская икона Божьей Матери была найдена в 1380 году в Острабрамском монастыре в Литве. Ее происхождение и связь с Далматинской, это область на берегу Адриатического моря, обрелись во время битвы при Дирвинах в 1655 году. Благодаря заступничеству икон Божьей Матери православные верующие считают, что были достигнуты многочисленные чудеса, их исцеления и спасения. Поэтому в этот день приходящие в храмы молятся перед образами Виленской и Далматской икон Божьей Матери, прося заступничества и помощи в жизненных трудностях, заботах и болезнях. Именно в этот день икону Божьей Матери особенно важно уважать и почитать, чтобы просить ее о милостивом вмешательстве перед Богом. Вместе с молитвами и поклонением иконам Божьей Матери в этот день, 28 февраля, также проводятся особые богослужения, в которых звучат песнопения и молитвы в честь Пресвятой Девы Марии. Это время, когда верующие обращаются к Богородице с верой и надеждой на ее заступничество перед своими какими-то проблемами, нуждами и просьбами. А вот в народном календаре 28 февраля отмечается праздник Анисима Овчарника. По-другому этот день наши предки называли как День Анисима или Анисимов день, который являлся важной частью сельской традиции и культуры. Дело в том, что этот день связан с покровителем пастухов, чья защита и помощь особенно ценилась среди тех, кто занимался скотоводством и жил в сельской местности.
В этот день сельские общины раньше собирались вместе, чтобы отметить праздник Анисима Овчарника. Один из обычаев включал в себя освящение стада, овец и других домашних животных. Жители деревень приносили своих животных к местной церкви или храму, где священник освящал их и произносил молитвы за их здоровье и их благополучие. Также в этот день проводились различные сельскохозяйственные обряды, направленные на обеспечение урожайности и плодородия почвы. Кроме того, когда-то наши предки могли сеять первые семена весеннего сезона, проводить обряды благословения полей и овец, чтобы защитить их от болезней и неблагоприятных погодных условий. 28 февраля зима, будучи изображенной как бык с рогами, считается, теряет свою силу, становясь безрогой. Согласно этому поверью, зима начинает уступать место весне, которая теперь берет верх в борьбе за природное господство. А вот рукодельницы, готовясь ко дню Анисима, традиционно заканчивали прядение льна. Льнокачественное производство было важным занятием в домашнем хозяйстве, и завершение этого процесса считалось благоприятным событием. Для проведения ритуала брался моток лучшей пряжи и выносился на улицу. Верили, что после такого ритуала нитки станут белее и крепче. Этот обряд символизировал то, чтобы в семье было благополучие и процветание, а также надежда на удачу и успех в будущем. Ну а те, кто отправлялся в путь, день Анисима проводил особый обычай. Перед отъездом человек брал с собой землю, набранную у дома, и произносил определенные магические слова. Затем эту землю заворачивали в головной платок матери и брали с собой в дорогу. Этот обряд служил символом защиты и безопасности в пути, а также выражал веру в магическую силу родной земли. Согласно древним поверьям, этот день был особенно важным, а пышное застолье являлось обязательной традицией, которая отражала желание обеспечить семью достатком и процветанием. Поэтому богатое угощение в день Анисима обещало семье благополучие и изобилие. Праздничный стол символизировал не только плодородие земли и хороший урожай, но и щедрость души и готовность делиться своими богатствами с другими людьми. Поэтому хозяева приглашали в свой дом родных, близких и друзей, чтобы вместе отметить этот особенный день. Но праздничное застолье в день Анисима не только радовало гостей великолепной едой и напитками, но и служило благотворительным актом. По традиции, хозяева обязательно угощали не только близких, но и нуждающихся, давая пищу и поддержку тем, кто был в беде или, как вариант, нуждался в помощи. Именно этот акт щедрости и доброты не только приносил радость и общую благодать, но и укреплял социальные связи в обществе. И, конечно же, в этот день очень важно, опираясь на традиции и обряды этого дня, наши предки понимали, что нужно было делать. Дело в том, что ужин на Анисима, который приходится на 28 февраля, мог обеспечить благополучие и изобилие в семье на протяжении всего года. Поэтому этот день стоило отметить особенным обедом или ужином, пригласив близких родственников или друзей. Праздничный стол и теплая атмосфера вокруг него помогли создать приятные воспоминания и запастись позитивной энергией на будущее. Также важным аспектом этого дня являлась забота о других, особенно в трудные времена. Поэтому сегодня приглашали в гости родственников, друзей, также тех людей, которые находились в трудном материальном положении, и угощение могло привлечь достаток и благополучие в дом. Также, если у вас в этот день намечены какие-то важные встречи или деловые встречи, то не забудьте об одном из интересных поверий. Перед тем, как выйти из дома, нужно было утереться вещью из овчины, и это говорило о том, что все встречи в этот день будут проходить хорошо, позитивно и успешно. И также этот ритуал помогал нашим предкам.
Теперь давайте поговорим о том, что же нельзя было делать 28 февраля по народным приметам, традициям и обрядам. Конечно же, в этот день существовали некоторые запреты и предостережения относительно того, что же нельзя было делать. И в этот день строить планы на будущее и начинать новые дела в этот день не рекомендуется. По народным поверьям, все, что запланировано или начато 28 февраля, обречено на неудачу. Этот день считается нестабильным и неблагоприятным для начинаний, и попытки противостоять этому запрету могут привести только к различным неприятностям. Если проигнорировать этот запрет и все же что-то запланировать или начать, то могут возникнуть различные преграды и трудности на пути к свершению задуманного, потому что судьба или вмешательство третьих лиц могут помешать успешному завершению дела или даже привести к обратным результатам. Кроме того, этот день не подходит для проведения уборки в доме. Согласно поверьям, проводить уборку и выносить мусор в этот день может привести к несчастьям и к нарушению гармонии в доме. И вы знаете, корни этой народной приметы уходят в глубокое прошлое и связаны с традициями наших предков. В древние времена люди придавали огромное значение определенным дням и периодам времени, веря в магическую силу календаря и астрологические влияния. Так как этот день февраля признавался как период перехода от зимы к весне, то его считали временем подготовки к новому сезону. Поэтому уборка в доме в этот день могла рассматриваться как нарушение естественного порядка вещей, мешая этому переходу и нарушая тем самым гармонию. Поэтому наши предки избегали таких действий, которые были связаны с очищением дома, с уборкой дома, для того, чтобы не вмешиваться в те или иные процессы. Также в этот день был запрет на работу с молотком, топором или краской. Дело в том, что такие действия могут негативно повлиять на ауру дома и привести к нарушению энергетического баланса и, как следствие, вызвать проблемы с деньгами. Хотя связь между молотком или краской и финансовыми проблемами кажется необычной, но наши предки придерживались этой народной приметы и понимали о том, что они могут это привлечь какую-то беду. Кроме того, в этот день нельзя давать деньги, и дело в том, что деньги, занятые в этот день, никогда не вернутся к заемщику. И дело в том, что почему именно в этот день так и нельзя было это делать, дело в том, что в этот день проводятся определенные обряды, ритуалы, которые считаются несчастливыми для того, чтобы кому-либо давать деньги. Также в этот день не следует тратить деньги на ненужные покупки. Дело в том, что слишком расточительное поведение в этот день может привести к притягиванию ненужных проблем и глупых поступков, за которые придется отвечать в будущем. Этот момент напоминает нам о важности осознанного и ответственного подхода к финансовым тратам, чтобы избежать лишних трат и неприятностей. Кроме того, еще одним запретом этого дня является то, что был обычай не приходить в дом кому-либо без подарка. Дело в том, что приходя в гости в этот день без подарка можно нарушить гармонию и отношения с хозяевами. Поэтому в этот день, даже ненадолго заглянув в гости, стоит помнить о принесенном с собой полезном подарке. Это обычай также отражает важность взаимоуважения и уважения к другим, а также подчеркивает важность внимания к деталям в общении с окружающими людьми. Кроме того, в этот день ни в коем случае не стоит выносить из дома мебель и бытовую технику, иначе в ближайшем будущем это может выйти из строя или подвергнуться каким-то неисправностям. Также избегайте сегодня планирования переездов или крупных перемещений мебели, для того, чтобы не привлечь негативную энергию к вашему дому и своей жизни. Кроме того, сегодня запрещено супругам обсуждать денежные вопросы. Если вы будете обсуждать любые финансовые вопросы, то ваш семейный бюджет может сократиться в разы. Поэтому лучше всего отложить разговор о деньгах на более подходящий момент, чтобы избежать финансовых трудностей и конфликтов в семье.
Люди, рожденные в этот день, 28 февраля, отличаются жизнелюбием и оптимизмом. Они верят в светлое будущее и всегда ищут только позитивные стороны в любой ситуации. Даже в самые темные времена они остаются с надеждой и поддержкой для своих близких, демонстрируя уверенность в том, что всегда есть путь к преодолению трудностей. Еще одно выдающееся качество людей, рожденных 28 февраля, это душевная доброта. Они обладают особой чуткостью к чужим эмоциям и всегда готовы прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. А вот в качестве талисмана для людей, рожденных 28 февраля, подходит горный хрусталь. Этот камень символизирует чистоту мыслей, мудрость и внутренний баланс, которые так важны для тех, кто рожден в этот день. Ну, а касательно снов, то знаете, что сны в ночь с 27 на 28 февраля могут принимать особенно глубокий и таинственный характер, предлагая нам уникальную возможность погрузиться в мир наших внутренних эмоций и мыслей. Сны, увиденные в эту ночь, могут быть как полетом через амбиции и желания, так и погружением в таинственные глубины нашего подсознательного. В то же время вы сегодня можете столкнуться с сновидениями, полными символов, которые скрывают в себе ваши страхи, сомнения и неуверенность. Вот такой, друзья, у нас с вами день 28 февраля по народным приметам, традициям и обрядам. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео. В комментариях напишите, друзья, слово «много денег», и пусть Вселенная привлечет деньги в вашу жизнь. Ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна, друзья. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам благ, друзья!